Привет, ребята, с вами Яна, и вы на канале Нави Fortnite. Как вы уже наверняка знаете, Нави решили снова ворваться на киберспортивную арену Fortnite. Поэтому сегодня мы с вами пообщаемся с игроком нашего состава Путриком. Зовут его Даня Абдрахманов, и ему 15 лет. За свою киберспортивную карьеру Даня успел нафармить более 20 тысяч PR-поинтов и выиграть около 36 тысяч долларов. Привет, Даня. Привет. Как твои дела? Все нормально. Ты немного сонный, мне кажется, нет? Ну да, потому что я встал буквально полчаса назад. А во сколько ты обычно засыпаешь? В 4-5 утра. Это твой обычный режим, правильно? Да. Если бы мы сейчас с тобой не записывали бы это интервью, чем бы ты занимался? Скорее всего, я бы просто открыл Fortnite и пошел разминаться перед турниром. Какие у тебя сегодня турниры? Сегодня обычный Daily Cup, который каждый день в течение месяца будет идти. Там 3 призовых места. Это трио режим. Он будет в 6 часов. Я еще знаю, что ты находишься на БК сейчас. Да, я на буткемпе с Летвиком, Кирячей и Лор. Мы тренируемся перед крупным соло НКС, который будет в августе. Сколько тебе было лет, когда ты впервые сел поиграть? По-моему, лет 5 где-то. А что это была за игра, ты помнишь? Первая игра была Counter-Strike 1.6. Это была моя любимая игра, я очень долго в нее играл. А почему перестал? Там потом вышла CSGO, я начал в нее играть, и я очень многое время еще играл в LoL. А как тебе CSGO сравнительно с CS 1.6? Ну, в CS 1.6 мне больше нравилась стрельба, но в CSGO мне больше нравилось, типа, там, раскидки, графика, все мне больше нравилось. Как ты познакомился с Fortnite? Я долгое время снимал на YouTube видео по Майнкрафту, то есть я был раньше как ютубер, и друг предложил мне сыграть в Fortnite, он сказал, что это похожая игра на Майнкрафт. Я поиграл, мне первое время не понравилось, и потом через месяц я скачал опять, и меня затянуло, и я просто играл в нее 24/7. А пробовал другие какие-то королевские битвы? Да, я пробовал PUBG, и все, наверное, да. А Apex? Не, ну Apex я поиграл, но это было максимум дня 2, я поиграл в Apex, и все, и забросил. А почему не зашли тебе эти игры? Как ты думаешь? В PUBG мне не зашло, потому что она не динамичная, ты должен просто 20 минут сидеть в одном доме и ничего не делать. А вот насчет Apex, не знаю, у меня не был настолько сильный ПК, и, соответственно, Apex это довольно требовательная игра, и я не смог в нее играть просто из-за того, что было много лагов. Но уже сейчас у тебя хороший мощный ПК. Не пробовал сейчас поиграть уже в Apex? Нет, я сейчас вообще в другие игры, кроме Fortnite, не играю, так как если я играю в другие игры, я забил себе, как сказать, в голову, то что если я играю в другую игру, то я играю хуже потом в Fortnite. Как ты выбрал себе такой ник? Почему Путрик? Я не знаю, я просто смотрел Спанч Боба и все. Ты помнишь свои первые ники в играх? Вообще я не помню, я очень давно играл в World of Warcraft, у меня был там какой-то русский ник и все. Ну, то есть особо ников у меня много не было. Как много времени ты проводил изначально в Fortnite? Вот как только ты увлекся, она тебе понравилась, эта игра? Я просто играл в паблик с друзьями, также радовался своим первым победам, когда мы выигрывали, даже если там было там по 2, по 3 килла. Просто играли паблик и все, потому что тогда было вообще 0 режимов каких-либо. А ты на тот момент за кем-то наблюдал? Возможно, на чем-то примере учился? За кем-то следил? Очень жестко играл Ниндзя и все вот эти вот сейчас олды Fortnite. Доктор Лупа, Никих 30 и так далее. Как родители относились к твоему увлечению в столь раннем возрасте? Ну, они относились первое время не особо, ну, потому что я очень много времени проводил за компьютером и вообще практически не занимался учебой. Но после того, как Fortnite заанонсили первые турниры, я получил какие-то либо деньги, они уже поняли то, что за это может быть какое-то будущее. О, кстати, помнишь ли ты свой первый турнир? Как там все прошло? Первый турнир это был, по-моему, Blackheart Cup. Это был самый первый турнир в Fortnite, по-моему. Это был дуо-режим, и мы там с тиммейтом моим заняли где-то 60 место. Какой турнир или квалы тебе запомнились больше всего? Больше всего мне, наверное, запомнилось квалы на трио ФНКС, так как это был первый ФНКС, и мы прошли на него. Мы очень много времени тренировались, и наши тренировки окупились, потому что мы хорошо отыгрывали на всех турнирах в трио.
Вот, и это был трио ФНКС, и мы прошли в гранд-финал. Competitive Fortnite довольно-таки сильно отличается от киберспортивной арены той же CS или Доты. Вам необходимо каждый раз проходить квалификацию, чтобы попасть на турнир, вне зависимости от ваших предыдущих побед либо вашей медийности. Хотел ли бы ты, чтобы в Fortnite появились прямые инвайты организациям или же квоты и слоты для определенных игроков? Ну вот, прошлый соло ФНКС это был Invitational, то есть приглашали 500 игроков, которые проходили хоть раз на гранд-финал, либо World Cup. Вот их инвайтили, и 250 человек, по-моему, проходило по квалам. Но это довольно нечестно, потому что только практически все, кто играл на соло ФНКС, это и были проигроки. То есть никаких новых лиц я не заметил. А как ты попал в киберспортивную организацию Force? Тогда был World Cup, я играл с тиммейтом, своим нейтронатором. Мы стабильно отыгрывали все турниры, то есть там заходили в призовые. Вот, и они нас просто заметили и взяли. Это был твой первый опыт работы с киберспортивной организацией? Ну да. По сути, фортнайтеры, в отличие от других киберспортсменов, могут быть успешными и не примыкая к киберспортивным клубам. Вы в какой-то степени уже готовый состоявшийся бренд. Что может дать организация таким игрокам, как ты? Ну, она мне дает медийку. Это первое, это самое важное, наверное, в Fortnite. То, что она дает медийку. То, что когда ты стримишь, тебя поддерживают, это очень важно. Также они поддерживают в плане финансово, то, что, допустим, на буткемп они могут оплатить все поездки и так далее. Тоже немаловажно. Как ты получил инвайт от Нави, ты помнишь? Я тогда хорошо отыграл соло ФНКС. Я нашел себе хорошее трио, юшное. И мой агент написал то, что возможно, то, что я попаду в Нави. Я сильно обрадовался, я начал больше тренироваться. Вот, и через месяц мне прилетел инвайт от Нави. А кому ты первому сказал? Первому маме и брату. Как они отреагировали? Ну, брат вообще в целом, он шарит за киберспорт и так далее. Он, то есть, раньше очень много тренировался в PUBG, вот, и следил за Нави в PUBG. Вот, он обрадовался, сказал то, что это топовая арга, что обязательно надо идти. Вот. И мама тоже, и, то есть, я ей рассказал в целом про все организации СНГшные. Вот, она тоже следит за мной, и она тоже обрадовалась. Они смотрят все твои турниры, все твои трансляции, Да, следят ну, за тобой. трансляции нет, я говорю им не смотреть. А чего? Ну, не знаю, просто, может быть, какое-нибудь там гадское слово пролетит, и все. Были ли инвайты от других организаций или агентств, к примеру? Да, там были... Ну, от всех СНГ орг практически были инвайты. Топовых. А почему ты не согласился? Ну, потому что условия меньше, ну, хуже. В плане медийки, то, что я в Нави один, соло-игрок, это намного, то есть, хайпанет, если я буду соло-игрок Нави, чем, допустим, не знаю, в другой организации шестым игроком. Ты активно занимаешься стримингом, так называемым потоком на Twitch TV, или же просто народе игровой передачей Путрик Fortnite. Какой у тебя средний онлайн? Средний онлайн у меня сейчас 500 зрителей, где-то 500 зрителей. Имея в среднем такое количество зрителей на стримах, у тебя получается зарабатывать на этой платформе? Я еще ни рубля не заработал с Твича, ну, то есть только если за донаты. Но у меня там сабилось очень много людей, мне дарили сабки. Я не знаю, там долларов 100 мне, наверное, сабок сейчас получится. К слову, как ты думаешь, какой средний возраст игроков Fortnite? Средний возраст, скорее всего, от 16 до 13 лет. Средний возраст. А вообще комьюнити у вас токсичное? Как ты думаешь? Ну, в Рашке, да, точно, а вот в Ю как-то более к этому относятся с рофлами. Ну, тебя в большей степени поддерживают или там, типа, есть свои хейтеры? Ну, на Ютубе, возможно, есть хейтеры, но на Твиче вроде нормально все. Чьи ты трансляции еще смотришь? Всех проигроков, которые играют в Fortnite. Перерывы, когда какие-нибудь есть, то я смотрю стримы Бенджи там, и либо NA игроков. А с кем бы из них тебе хотелось бы поиграть? Вот давай соберем твою Dream Team, скажем так. Dream Trio. Ну, наверное, я взял бы Зейта, то есть игрок, который прошел во все финалы, вообще всех турниров в Fortnite. Вот, он был бы как ингейм лидер. И взял бы Мистер Сэвэджа. Он очень жестко отыгрывает все соло-турики. И в целом он очень жесткий игрок. Ты в свое время играл с Летвиком и с Кирячи, а сейчас ты играешь уже больше с европейскими игроками. Почему так произошло? Ну, с Кирячи и Летвиком мы просто не сыгрались. Такое бывает, когда
3 сильных игрока просто не соигрываются. И потому что в России очень мало хороших вариантов, с кем можно играть, потому что там уже сформированное трио, и, соответственно, я пошел в ЕУ и нашел себе хорошее трио, А сильное. с кем ты сейчас играешь? Сейчас я играю с Снэпи, это игрок из Godsend, и Хэном. Ты очень часто в своем паблике ВК называешь Fortnite мертвой игрой. Да. Почему так происходит? Ну, очень часто в Fortnite именно на турнирах происходят баги, то есть, которые влияют на игру. Даже то же самое, то что вот на DreamHack буквально пару дней назад у практически у всех игроков на час игра просто отрубилась. И люди не могли доиграть свои игры, и, соответственно, не могли квальнуться на сам DreamHack. И все многие в Твиттере форсили, чтобы рестартанули турнир, вот, но его не рестартнули. Но даже была ситуация, когда на турнире в Fortnite один читер в одной катке убил какого-то чела, и рестартанули весь турнир, когда он уже закончился. А как вообще дела обстоят с читерами в Fortnite? Много встречаешь? Ну, сейчас лично я не видел никого, но сейчас очень много читеров встречается на NA, на EU тоже, там разоблачения много кто делает. Ну, не знаю, читер ли это реально или нет. А среди проигроков часто встречаются читеры? Да, на Океане недавно забанили школьника какого-то 14-летнего, который играл с читами на турике, и его забанили пожизненно. То есть он выигрывал много турниров, и он играл с Аимом. А какой, по твоему мнению, самый большой минус у этого батл рояля? Самый большой минус, скорее всего, то, что нагруженность серверов, потому что когда очень много игроков в маленьком пространстве, то сервер вообще практически не работает, все проставляется через там 5-6 секунд, не регает шоты, когда ты стреляешь. Вот это, наверное, самая большая проблема. Еще раньше Epic Games довольно-таки активно добавляли какой-то различный новый контент, какие-то новые ивенты, довольно-таки часто появлялись новые сезоны. Уже сейчас все меньше и меньше этого нового контента. Как ты, в принципе, оцениваешь поддержку разработчиков? Мне это не особо нравится, потому что раньше было очень много ивентов, это было интересно за этим наблюдать. То есть каждую неделю там выкатывали хотя бы маленький патч и расписывали, что нового в этом обновлении. А сейчас даже если делают обновление, то там ничего не пишут, что добавили, что изменили и так далее. То есть ты сам должен догадаться. А какой тебе ивент или сезон больше всего понравился? Больше всего мне, наверное, понравился сезон 8. Это был, по-моему, World Cup, если я не ошибаюсь. Тогда еще был Stretched Resolution, то есть 4-3. Можно было играть на любимом резолюшене. Тогда, в общем, вообще мне все нравилось. Мета, ивенты, турниры, абсолютно все. Карта старая. Многие, бывало, киберспортсмены, они не совсем серьезно относятся к такой молодой дисциплине, как Fortnite. Как ты думаешь, почему так? Не знаю, наверное, все думают, что она скоро умрет. Но так как они заанонсили World Cup в 2021 году, то она уже автоматически будет жить еще до 2021 года. И то есть призовые там будут довольно хорошие. Хотел ли бы ты, чтобы в Fortnite было больше лан-ивентов с студиями аналитики, с комментаторами, крутым продакшеном? Да, я бы хотел больше ланов, но в связи сейчас с коронавирусом ничего не получается. Всего я побывал на 2 российских ланах. Это был какой-то ВК-фест лан и Game Planet. Угу. И как тебе? Мне в целом понравилось, но вот на лане ВК-фест у нас сцена была рядом со сценой, где играла очень громко музыка, и вообще ни хрена было не слышно игру. Слушай, как ты думаешь, Fortnite, он задает какие-то тенденции развития киберспорта? Скорее всего, да, потому что Fortnite недавно побили рекорд вообще по зрителям, по выделенным призовым. И, соответственно, другие игры смотрят на это и как-то больше начинают трудиться над своей игрой, чтобы в нее тоже играли. Какими качествами должен обладать киберспортсмен, чтобы быть успешным в Fortnite? Наверное, это терпение, это самое важное. И не тильтовать. Но это очень сложно. В Fortnite не тильтовать этого практически невозможно. А как ты справляешься с тильтом? Не знаю, могу по столу просто ударить и все спадет. Когда горишь, то есть тебе надо немного отдохнуть, иначе ты можешь сделать неправильное решение в игре и просто опять умереть. То есть надо отдохнуть и потом опять заново идти играть. Необходимо ли
киберспортсмен в дальнейшем думать о высшем образовании, если он уже определился с профессией? Он уже зарабатывает деньги, он уже успешен в своей индустрии. Ну, наверное, да, потому что Fortnite такая игра, то, что ты можешь выигрывать каждый турнир, а через 2 месяца ты уже можешь быть худшим игроком просто. Потому что ты просто забил на игру, не тренируешься и так далее. И то есть по-любому надо искать какие-то другие выходы. Ты не чувствуешь какого-то перегорания, усталости от того, что каждый день одно и то же, рутина? Несмотря на то, что твоя любимая игра, но все же наверняка есть какая-то усталость. Ну, это у меня было такой месяц назад, когда заанонсили вот соло ФНКС, я думал, я на него не пройду, потому что я типа плохо играл в соло. Я просто играл каждый день, тренировался и в итоге прошел. Вот сейчас я не прошел на DreamHack, у меня опять желание больше играть, чтобы пройти на соло ФНКС, который будет. И какие у тебя планы на ближайшее будущее? Ты сказал, что ты не прошел на DreamHack. Какие у тебя ближайшие турниры, квалы? Так, сейчас каждую среду и каждый четверг идет трио и соло кэшкап, и каждый ежедневный трио Daily Cup. И в августе, по идее, начинается соло ФНКС, 4 недели квал. И ты все это будешь стримить Да, на твоем Twitch-канале. да, Twitch канал, Утрик, нижнее подчеркивание. После какого достижения ты бы мог сказать, что ты прошел Fortnite? Наверное, выиграть World Cup, первое место. А каким достижением на данный момент ты гордишься больше всего? Ну, наверное, то, что я прошел на соло ФНКС. Потому что я думал, то, что я вообще не пройду туда. Вот, потому что я считал себя слабым игроком в соло. Вот. Но после того, как я очень много тренировался, я прошел на него, и вот так получилось. Какой бы ты мог бы дать совет начинающим фортнайтерам, которые сейчас смотрят это интервью? Ну, я советую просто работать над собой, не сложа руки. То есть играть креатив, развивать механику. Также смотреть профессиональных стримеров, как они ротируются, передвигаются в целом, что они делают, и больше играть арену, чтобы работать над собой, лучше становиться в файтах. Ну, а теперь ты можешь сказать пару слов нашим болельщикам и зрителям. Подписывайтесь на мой Twitch, там я буду сейчас стримить все турики, подписывайтесь на мою инсту, там я буду выкладывать больше контента для вас, и спасибо большое всем, кто посмотрел мое интервью. Тебе тоже огромное спасибо, что ты перед турниром нам уделил время и ответил на все вопросы. Спасибо вам. Ребят, вам тоже огромное спасибо за то, что посмотрели это интервью и были с нами. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайки, если вам это видео понравилось. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, как вам наш новый Фортнайтер. А с вами была я, Black Bunny. И Путрич. И канал Нави Fortnite. До скорой встречи. Пока.